Здравствуйте! Сегодня у нас детский торт. Простенькое, но эффектное оформление торта на годик для мальчика. Для поддержки канала приглашаю вас подписаться. Впереди будет еще много полезных и интересных видео. Начинку для этого торта я использовала очень интересную. В описании есть ссылка на рецепт этого торта. Торт у нас собирался так. Классический бисквит, карамельный желейный мусс, опять бисквит, малиновый курт, хрустящий корж-макаронаж, снова малиновый курт, хрустящий слой, крем-чиз и завершаем бисквитом. Для такого декора лучше всего использовать для покрытия какой-нибудь очень стабильный крем, либо ганаш на белом шоколаде. Для декора мы в основном будем использовать вафельные картинки. У меня идет одна вафельная картинка, фоновый рисунок, вот здесь такие мишки, это один лист А4 и основной вот этот мальчик, я его вырежу. Такие картинки можно заказать в любом кондитерском магазине, но сама тема, сами рисунки я искала сама в интернете. Я их просто формирую в фотошопе и отправляю в магазин на распечатку. Также мы будем использовать обычные шарики, вот такого маленького размера, их можно купить в любом магазине, это обычные шарики. Фоновый рисунок с мишками разрезаю на 3 ровные полоски. Ну и теперь нам нужно вырезать мальчика. Чтобы рисунок оставался более качественный, я его приклею сначала на мастику. Раскатываю мастику где-то приблизительно толщиной 2 мм. Беру обычную белую. Картинку приклеиваю на воду. Беру слегка увлажненную кисточку водой. Вот так промазываю вместо клея. И прикладываю рисунок. Надо чуток подержать, чтобы он хорошо приклеился к мастике. И после этого можно вырезать. После можно немножко подровнять края, где есть чуток лишняя мастика, убираем. Мальчик готов, пускай ждет своего момента. Дополнительно нам еще нужно раскатать длинную полоску для того, чтобы вырезать окантовочку для картинки. Использую ту же мастику, я окрасила ее в серый цвет с голубым отливом. Перед этим нужно измерить окружность нижнего яруса, чтобы знать точную длину, сколько нам понадобится вот таких окантовочек. Там мне нужно будет 2–2,5. Ну и сразу сделаем пледик для нашего мальчика. Тоже делаю его из мастики. Он будет в 2 цветах. Тут же серый, голубой и белый. С одной стороны делаю его как прямоугольник. Ну а с той стороны мы будем обрезать, поэтому там не важно, что там получится. Намечаю вот такие квадратики. Теперь берем белую мастику. Ее уже раскатываем намного тоньше. Миллиметр, можно еще тоньше. И вырезаем вот такие полосочки. Очень тоненькие. Закрываем оттиски и формируем вот такие квадратики. Если мастика уже успела немножко подсохнуть, тогда надо смочить слегка влажной кисточкой. И теперь скалкой аккуратненько вкатываем в серую мастику, не надо сильно прижимать, и оно хорошо зафиксируется. Убираю все, что здесь лишнее, и имитируем нить. Вот у нас получается такое то ли одеяльце, то ли плед. Ну, на нем будет мальчик сидеть. Переходим к декорированию. Торт у меня только что из холодильника, он должен быть холодным. И я уже говорила, что лучше всего выравнивать белым ганашем. Смазываем бок торта обычной водой, холодной, и клеим картинку. Стыки нужно слегка придержать, чтобы они схватились, ну как бы приклеились хорошо. И только после этого отпускаем пальцы. Приклеиваем рисунок по всей окружности первого яруса. Во второй приклеиваем стык и также придерживаем. Ну все делаем то же самое. На стык вафельной картинки приклеиваем ободок из мастики. Можно рисунок оставить так, а можно покрыть кондитерским гелем. Это уже на усмотрение, кому как больше нравится. Теперь нужно прикрепить плед. Сначала представляю, смотрю, как обрезать, вырезаю
полукругом, так чтобы он хорошо лег на первый ярус. Вот так он выглядит. И приклеиваем по центру мальчика. Смазываю водой, слегка прижимаю, и все будет хорошо держаться. Я его немного прикрепила как бы сбоку, здесь еще будет место для единички. Единичку тоже сделала из мастики заранее, она уже высушенная. Ну и теперь переходим к шарикам. Шарики нужно надуть, чтобы они были разного размера. И я взяла два цвета, желтый и белый. И что мы делаем? Мы будем их крепить на шпажке и с помощью вот такой ленты. Фиксирую ленту на шпажке, вкладываю теперь сюда кончик шарика и закручиваю лентой вокруг шпажки. Таким образом шарик будет закреплен, и все, теперь он никуда не денется, и его можно спокойно крепить на торт. Можно, конечно, использовать шарики из желатина, но, как на меня лично, то их кушать невозможно, и потом поиграться тоже невозможно. А вот этими шариками потом детки их растаскиваются и могут поиграть. Теперь остается закрепить шарики на торте. Я их закрепила вот таким образом, только с одной стороны, вверх. И мне показалось, что так будет интересно. На мой взгляд, такой тортик достаточно оригинально выглядит. Такой он веселый, красочный. В декоре нет ничего сложного. Все возможно сделать даже человеку, который никогда не делал раньше торты, не украшал. Такой тортик в холодильнике может стоять спокойно. Шарики себя ведут в холодильнике хорошо. Нижний ярус диаметр 20 см, второй ярус диаметр 16 см. Каждый ярус имеет по 12 см высотой, в итоге торт получается 24 см. В таком стиле можно оформить также тортик для девочки, только выбрать другие цвета. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Не забывайте писать комментарии, свои замечания, вопросы. А я побежала готовить следующий выпуск. Всем говорю пока, до новой встречи!